Ay, mire. Ay. Hay peces de verdad. Hay peces de verdad. Рыбалка с Юрием Петрашем. Обычно летом я не занимаюсь рыбалкой с берега, потому что летом больше возможностей, и я люблю ловить с лодки. Это лето у меня немножечко необычное. Сегодня нас ждет береговая рыбалка в совершенно новом для меня месте. В месте, где я не знаю ничего, ни у кого ничего нельзя спросить. Сегодняшняя рыбалка – это рыбалка в Амстердаме, друзья. Амстердам изрезан огромным количеством воды, то есть это своего рода северная Венеция. Ну, очень красиво, правда, немножко грязновато, но воды очень много. Место, в котором мы решили половить, это самый центр, старый центр Амстердама. Есть здесь рыба или нет, я не знаю. Все, что пока я видел, это огромное количество разных лодок, огромное количество воды, и воды причем очень мутной. Сейчас я буду искать рыбу, опираясь исключительно на свой опыт, то есть облавливать вот, ну, места, это где есть небольшие мостики, впадение канала в другой канал или впадение канала в реку Амстел. Вот. Ну и буду пытаться кого-то поймать. Снасть, которую я с собой взял, ну, на мой взгляд, это такая как бы универсальная поисковая снасть. Это удилище с тестом 2.12, длиной 2.30, шнур 0.4 по японской классификации. И в качестве приманки я повесил, конечно же, свою любимую ларву, но в этот раз я ее повесил в цвете номер 20. Это, скажем так, самый яркий и самый видимый цвет в мутной воде, а вода здесь мутная, на весе 5 грамм. Также я с тобой взял еще одну удочку, более мощную. Ей, ну, я думаю, будет здесь некомфортно ловить, но как только мы найдем рыбу, и если эта рыба будет приличного размера для, ну, ловли на микроджиг, придется перейти на ту удочку. Почему? Потому что подходов к воде очень немного, а там, где они есть, как правило, это от метра до 5 метров ну, высоту, и надо рыбу поднимать удочкой. И если вот рыба будет свыше там 400-500 грамм, то этой удочкой большой риск, ну, при поднимании рыбы сломать ее. Поэтому сейчас мы ищем рыбу, это самая главная задача. Ну, и если рыба будет найдена крупная, тогда я перейду на другую удочку. А сейчас просто ждем нашу первую поклевку. Причем в незнакомом месте не так просто ее заслужить и найти, когда ты ничего не знаешь. С этим я уже сталкивался в Америке на береговой рыбалке. То есть ты можешь целый день проходить, там может физически не быть рыбы. И как мы знаем, что рыба порой бывает капризна, а в Голландии она не отличается какими-то другими повадками, потому что рыба везде одинаковая. Мы вот ищем ее и не знаем, есть она или нету. Если есть, понравится ли ей эта приманка. Ну, с приманкой немножечко полегче, потому что уже небольшой опыт у меня был здесь. Вот. Ну и я надеюсь, если рыба будет, хотя бы легенький тычок я здесь получу.
ты, была поклевка. Здесь такая интенсивность движения плавсредств, что едва удается сделать заброс. Здесь все как на дороге, они друг другу уступают. Ну, в общем, интенсивность сумасшедшая. Очень много прогулочных кораблей. Есть. А вот и наш первый городской окунь. Причем, хотите верьте, хотите нет, я сменил вот яркую ларву на боксер. И вот были такие еле слабые тычки. Один раз, второй раз. Думаю, поставлю-ка я нашу классическую ларву. В темном цвете, несмотря на мутную воду. И вот такой городской полосатик открыл сегодняшнюю рыбалку. Движение, конечно, сумасшедшее. Вот есть такое ощущение, что ты стоишь где-то на дороге, там, где куча автомобилей, и вот среди них пытаешься ловить рыбу. А рыбка ловится, причем 5 раз я кидал боксера, думаю, может показалось еще что-то. Вот только поставил ларву, второй заброс, вторая рыба. Так что амстердамский окунь, ох, как жадно заглотил. Амстердамский окунь тоже в шоке от нашей ларвы, от ларвы в 4-м цвете. Конечно же, я знал, что ларва хорошо ловит, знал, что хорошо ловит везде, но вот сейчас именно эксперимент, потому что, ну, тут сложно, наверное, рыбу чем-то напугать, и поклевочка. И клевать она может только на то, в чем уверена. И вот здесь вот я не могу сделать ни одного заброса, вот еще один. Ни одного заброса на середину реки, потому что, ну, одновременно по 5-6 катеров проходит, длинные, короткие, частные, туристические. Ну, конечно,
необычные условия. То есть это не та рыбалка, к которой я привык, там, где ты просто ходишь по природе, спокойно, в тишине. А здесь ты в центре, можно сказать, такого крупного города, в центре Северной Венеции. Тысячи людей катаются по реке, по каналам, получают удовольствие, наблюдая за всем вокруг. И мы являемся частью того, зачем наблюдают. Там люди махают рукой, пьют легкие спиртные напитки. Ну, конечно, видно, что люди пребывают вот в прекрасном настроении, причем это тысячи людей. Сейчас вот мы стоим, какой-то дом на воде, лежит собака, центр города, люди себе живут, ни на что не обращают внимания. Вот, ну, такое интересное жилье. И как раз именно из-под этого мостика удалось поймать несколько окуней. Так, ну что, поймали мы первых несколько штук на сегодняшней рыбалке. Идем дальше. Стекляшка. Милая стекляшка. Прошел я значительную часть. Вот такое ощущение, что не было рыбы. Вот пока не поставил 2-дюймовую ларву, которая, как я уже говорил, собирает, наверное, и мертвую рыбу. Здесь настолько дружелюбные люди, что вышел вот хозяин, так сказать, из дома на воде. Говорит, заходите, если вам удобно, половите прямо с него. Ну, зайдем, попробуем. Так.
Вот и рыбка. Судачок. Маленький, но судачок. Ух, какой бойкий, какой бойкий. Ну, это уже пока рекорд сегодняшнего дня. Такой где-то грамм 100. Торчит еще один парень, не удержался.
course, we have a fish tank. Shimano. Shimano. 这手把是 Shimano， 但是你看，跟我们的手把Shimano一样。但是它这个，你看这个油漆掉了嘛，说明它有过盐。它对。Hello. О, We made this. сейчас, подожди. Soft. Soft. Made in Ukraine. Ukraine. Oh, I know this factory. 这个发了这个展位就在我们附近。我刚才我还听他拿了一个目录，就是我跟你说的是家人。Hay peces de verdad, hay peces de verdad, no te miras. Ay, pobrecito, voy para Вот так вот, друзья, мы стали частью представления, развлечения для местных жителей, ну, наверное, и для гостей. Так вот, сначала был мелкий, сейчас начал попадаться такой окунь покрупнее. Но я вам хочу сказать, он к тому же еще и хороший борец. И самое интересное, что я вот сколько приманок не перепробовал, вот действительно ларва 2 дюйма в 4 цвете показывает феноменальный результат.
Впервые в жизни у меня такая рыбалка, я повторюсь, это когда вот ты ходишь, ну, с таким количеством людей и время от времени клюет. Ну и хочу вам сказать, вот сейчас вот клевал такой окунь, весь такой, ну, где-то 100-150 грамм, приятный, причем он боец. Куча людей, куча лодок, куча велосипедов. Вот. Ну, классное настроение, ощущение. И все это вокруг, оно не дает возможности сосредоточиться на рыбалке. То есть ты так как бы смотришь по сторонам, кидаешь, и тут бац, и торчит. Здесь все так устроено, что если дома со спиннингом приходится ходить и искать место, где забросить среди камышей, то здесь надо искать место, где можно забросить либо среди людей, либо среди лодок. То есть настолько плотно заняты берега, но тем не менее рыбка есть, и стритфишинг здесь, что ни на есть, самый настоящий. Очень приятно ходить по цивилизованному берегу, полавливать рыбку, наблюдать за всем этим. Интересная рыбалка. Так получилось, что порыбачить удается только после окончания выставки. Ну, то есть вечером буквально несколько часов. Конечно же, это такое приятное времяпровождение, когда в первой половине дня ты рассказываешь о своей продукции, а вечером на свою продукцию здесь ловишь. Ну и тем самым ты уверен, что люди, которые первый раз с ней познакомятся, гарантированно поймают, потому что уже завтра я не буду рассказывать о том, что у нас хорошо клюет. Наверное, и у вас будет хорошо клевать. То есть завтра я с полной уверенностью могу сказать, что у вас на это тоже классно клюет. Сама выставка, которая вот проходит в этом году в Амстердаме, FTEX 2018, я на ней побывал впервые, произвела на меня неплохое впечатление. Здесь не так много людей, как на наших выставках, но тем не менее можно спокойно поговорить, обсудить, как минимум по той простой причине, что здесь на выставках запрещено торговать. И поэтому ты просто разговариваешь с потенциальными партнерами. На выставках, которые проходят в СНГ, можно торговать в розницу. И поэтому, учитывая как бы популярность нашей торговой марки, у нас там постоянно куча людей и некогда поговорить. Нужно просто успевать оказывать каждому вниманию. И на это уходит, несколько секунд, чтобы никого не обидеть. То есть здесь можно это делать не спеша, спокойно. На каждой лодке, практически на каждой лодке шумная компания, хорошее настроение. Хорошее настроение здесь вот витает вот прям в воздухе. То есть люди поют, едят, катаются. Так, ну что, друзья, подошел еще один день, еще одна рыбалка к своему логическому завершению. Чувства самые превосходные. В первой половине дня я провел на выставке, пообщался с новыми партнерами.
Сразу после окончания выставки быстрее за спиннинг на реку. Ходил, смотрел по сторонам, ловил окуня, не крупного, но поймал его достаточно много. Тема сегодняшней передачи была это стрит-фишинг в обычном европейском городе. Оказывается, можно ловить на микроджиг практически везде, в том числе и Амстердам. Поэтому, если вы здесь будете, вы уже примерно понимаете, где ловить, как ловить и на что ловить. Ну а с вами был Юрий Петраш. До встречи на следующих рыбалках. Они будут не менее интересные. Рыбалка с Юрием Петрашем.